Срочное обращение Генштаба. Цели заявлены. Войска пересекли границу. Колонна техники заходит в страну. Заявление о вторжении. Сухопутная операция началась. Первый контакт, обмен сообщениями, переговорный процесс запущен. Иран или США? Кто написал первым? Унизительный удар по технике НАТО, уничтожение сил Альянса украинским оружием. Генералы признали провал. В чем суть? Появление на людях. Иранский лидер Хаменеи, сгенерированный ИИ, пьет кофе, и Нетаньяху вновь выходит на улицы. Кто мертв, а кто жив? Новый скандал из-за видео. Где правда? Важна формулировка. Готовы ли украинцы к выводу войск из Донбасса и как могут обмануть на референдуме? У Путина экстренно просят помощь бунт россиян и режим ЧС. Конфликт выходит за пределы региона. Массовый убой скота в Новосибирской области. Как чиновники убегают от людей. Арест силовиков в Украине и резкий разворот брошенного союзниками Трампа. Смена риторики. Кто сказал о провале США? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо за поддержку, и я начинаю. Массированный удар по столице. Авиация совершила атаку. Пакистан открыл огонь по территории Афганистана. Под прицелом Кабул. Представитель правительства талибов Афганистана Забихулла Муджахид заявил об этом ударе, в том числе по наркодиспансеру, и назвал нападение преступлением против человечности. Количество жертв власти не уточняют. Пакистан все обвинения опровергает. Там уверяют, больница не пострадала. Целью Исламабада были афганские военные объекты и базы боевиков. По данным CNN, взрывы были слышны в разных районах Кабула, в частности на окраине города, где находится военный центр афганской армии. Также над столицей зафиксированы полеты беспилотников. Взрывы в Кабуле произошли на фоне роста напряженности на границе между Афганистаном и Пакистаном. В последние недели стороны неоднократно обменивались обвинениями относительно трансграничных атак и деятельности боевиков. Авиация НАТО пошла на перехват российского самолета. Истребители Польши были подняты по тревоге. Оперативное командование вооруженных сил этой страны заявляет, что МиГи-29 успешно перехватили и визуально идентифицировали российский Ил-20 в небе над Балтикой. После перехвата польские истребители сопроводили российский самолет за пределы зоны ответственности, говорится в официальном заявлении. Польские истребители перехватили самолет Ил-20 России, выполнявший 9-ю в этом году разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенным транспондером. Самолет не нарушил польское воздушное пространство. Долину дронов ко всему создает Варшава. У границ с Украиной появится первый в ЕС комплексный центр, где будут проектировать и тестировать как гражданские, так и военные дроны, превращая регион в один из ключевых технологических хабов Европы, пишет Defense24. В Варшаве рассчитывают, что новый центр поможет ускорить развитие беспилотных технологий и усилить оборонные возможности ЕС и НАТО. Украинские депутаты сами рвутся на фронт, а Зеленского неправильно поняли. Его заявление о мобилизации нардепов наделало шума, но, как оказалось, многие просто вырвали его слова из контекста. Так считают в правящей партии «Слуга народа». Глава фракции Арахамия объяснил, никакой принудительной отправки нардепов на фронт президент не предлагал. Речь шла совсем о другом, о возможности изменить закон так, чтобы депутаты могли официально служить в армии, если сами этого хотят. По словам Арахамии, формула простая и одинаковая для всех украинцев. Либо работаешь и приносишь пользу стране, либо становишься в оборону. Арахамия уверяет, в парламенте уже есть депутаты, которые сами просили дать им возможность присоединиться к ВСУ. Но нынешнее законодательство этого не позволяет. Юридически нардеп не может одновременно быть полноценным военнослужащим. Это понимают многие депутаты, и были определенные запросы от них о желании присоединиться к ВСУ, но законодательство этого не позволяет. Есть отдельные коллеги, которые прикреплены к определенным подразделениям, ведут там какую-то работу, а в пленарные дни присутствуют в Раде. Но юридически они не военнослужащие, а депутаты парламента. В Украине снизилась поддержка идеи референдума по мирному соглашению. Если в январе его поддерживали 55% украинцев, то в начале марта уже 50%, тогда как число противников выросло с 32 до 40%. Такие результаты публикует Киевский международный институт социологии. При этом 64% респондентов заявили, что готовы принять участие в таком голосовании, хотя лишь 31% уверены, что точно придут на участки. Социологи предупреждают,
что это создает риск низкой явки и проблем с легитимностью. Одновременно большинство украинцев по-прежнему отвергают ключевой компромисс – вывод украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. 57% считают такую идею категорически неприемлемой. Однако эксперимент опроса показал, что многое зависит от формулировки вопроса. Если представить соглашение через позитивные формулировки – мир, вступление Украины в ЕС в 2027 году, гарантии безопасности и план восстановления, то 61% готов проголосовать «за». Среди тех, кто пришел бы голосовать, поддержка в таком случае достигает 86%. Вот к какому выводу приходят социологи. Таким образом, можно получить положительный результат референдума, если правильно сформулировать вопрос. Большинство украинцев отвергают вывод войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности, особенно если гарантии США не выглядят убедительными. Но если эти моменты не упоминаются напрямую или маскируются позитивными формулировками, вероятность поддержки на референдуме существенно возрастает. Нетаньяху жив или мертв, а Муджтаба Хаминеи не на лечении в Москве и без ног, а гуляет по городу и пьет кофе. Соцсети гудят из-за силы искусственного интеллекта. Поводом стали новые публикации Нетаньяху. На своих страницах в соцсетях он вновь опубликовал видео, на этот раз уже просто прогулки и общение с гражданами Израиля. Каждый кадр теперь под пристальным вниманием пользователей. После недавних публикаций о том, что Нетаньяху мог погибнуть после удара Ирана, а его новые видео созданы нейросетью. Пользователи X теперь рассматривают под микроскопом и новое видео от премьера и уже нашли, как уверяют, неточности, исчезновения и появления кольца на пальце. Эти кадры уже просмотрели более 3 миллионов раз и вновь подогрели разговоры о том, что с Нетаньяху все плохо, а ролики создаются с помощью нейросети. Параллельно с этим в сети X репостят видео и с новым лидером Ирана, точнее созданным дипфейком. Муджтаба появляется в том же кафетерии, в котором на днях снимал свое видео Нетаньяху. Стоит со стаканом кофе и улыбается и демонстрирует количество пальцев по аналогии с Нетаньяху. Отмечу, что Муджтаба по-прежнему не появлялся на публике. Западная пресса пишет, что он может находиться в коме и лишился ноги. Кроме того, накануне пресса Кувейта сообщала, что Хаминеи-младший был отправлен на лечение в Москву. Песков накануне отказался комментировать эту информацию. США и Иран в последние дни восстановили прямой канал связи. Спецпосланник Вашингтона Стив Уитков и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обменялись сообщениями о возможном прекращении войны. Об этом пишет издание Axios и уточняет детали. Высокопоставленный американский чиновник отверг требования Ирана о репарациях как части мирной сделки, но сказал, что Трамп открыт к соглашению, которое позволило бы Ирану интегрироваться с остальным миром и зарабатывать деньги на своей нефти. Президент всегда открыт к сделке, но он не ведет переговоры с позиции слабости. Он не отступает от причин, по которым начался этот конфликт, сказал чиновник. Иран при этом уже заявил, никаких контактов с американцами не начинал, нет этих контактов и никто сдаваться не будет. Война идет полным ходом, сухопутная операция началась, военная техника Израиля пересекла границу Ливана, военные пошли в атаку. Цахал заявил об ограниченной наземной операции на юге страны против Хезболлы. Иерусалим заявляет об уничтожении баз и инфраструктуры. Кроме того, звучит заявление о больших потерях. Северное командование проводит решительную операцию против Хезболлы, в ходе которой на данный момент ликвидировано более 400 террористов, включая высокопоставленных членов организации. Мы полны решимости продолжать операцию до достижения всех наших целей. Одновременно мы усиливаем оборону и укрепляем северное командование дополнительными войсками. Хезболла отвечает ракетами и дронами по северу Израиля. Сирены тревоги звучали в Нагарии и других городах. Есть раненые и пожары. Ситуация развивается буквально по часам. В Минобороны Израиля делают такое заявление. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я поручили армии обороны Израиля действовать и уничтожить террористическую инфраструктуру в приграничных населенных пунктах у границы в Ливане, чтобы предотвратить угрозы и возвращение Хезболлы в этот район. В то же время союзники США говорят о грядущем провале. Мерц уверяет, США и Израиль не смогут победить военным путем. Необходима дипломатия. Я ранее высказывал свое мнение об этой войне. С тех пор ничего не изменилось. С первого же дня я указывал на риски, и риски этой войны велики, очень велики. Поэтому здесь не будет военного решения, а будет только политическое решение. И я могу лишь призвать всех участников искать
политическое решение. Федеративная республика Германия готова участвовать в таком решении. Это заявление Мерца прозвучало на фоне ряда других. Союзники по альянсу массово отказали Трампу в помощи. Речь о направлении военно-морских сил в Ормузский пролив. А Трамп запросил помощь уже не единожды. Во время выступления в Белом доме вечером 16 марта он не менее 5 раз призвал другие страны помочь обеспечить безопасность Ормузского пролива. Он прямо призывал союзников направить корабли и присоединиться к операции, напоминая, что Вашингтон десятилетиями защищал их интересы. Однако уже спустя несколько минут Трамп сделал резкий разворот и заявил, что США на самом деле помощь не нужна, подчеркнув, что Америка – самая сильная страна в мире. Мое отношение такое: нам никто не нужен. Мы самая сильная страна в мире. У нас самая сильная армия в мире. Они нам не нужны. Я почти проверяю их реакцию. Не потому, что они нам нужны, а чтобы увидеть, как они реагируют. Иран же вновь заявил, Ормузский пролив открыт для всех, кроме врагов. Иран, Израиль и США продолжают обмениваться ударами. Один из последних с иранской стороны был болезненным для Вашингтона. Речь об ударе по резиденции США. Дома, который используется консульством Вашингтона в Иерусалиме. Американский персонал не пострадал. Украина ударила по технике НАТО. Атакован флот Альянса. Один фрегат пойдет на дно. Западная пресса пишет об унижении. Оно произошло в рамках многонациональных учений НАТО в Португалии. Во время маневров красная команда, состоявшая из американских, британских, испанских и других подразделений и возглавляемая Украиной, соревновалась с командой синих, силами НАТО. О деталях морских учений пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. 5 учебных сценариев у побережья Португалии, среди которых защита портов и атаки на конвои, закончились полной победой красных. Ключевое оружие Украины в этих маневрах – морские дроны Магура В-7, способные таранить и атаковать противника. По правилам учения атаки были симуляционными, но эффективность дронов поражала. В одном из эпизодов красные нанесли столько попаданий по фрегату, что в реальной войне он бы затонул, говорится в материале. Украинский флот давно использует дроны и ракеты против российских войск в Черном море, напоминает издание, а генералы НАТО признали провал. В учениях участвовали десятки подразделений, включая дроны, самолеты и крупные боевые корабли. По итогам 4-й недели победу одержала красная команда. Упражнения показали, что беспилотные системы в сочетании с опытом и проверенным планированием представляют для НАТО реальную угрозу, особенно поскольку Альянс еще не готов к атакам таких средств. Арест силовиков в Украине, скандал в украинской спецслужбе, задержаны на горячем высокопоставленные лица СБУ. Их поймали на огромной взятке. Как сообщает пресс-служба ведомства, в Ровенской области задержаны 2 заместителей начальников областных управлений СБУ и их посредник, так называемое доверенное лицо. По данным следствия, они требовали $620 тысяч у руководителя компании-монополиста в янтарном бизнесе за закрытие уголовного дела. Фигурантов задержали с поличным во время передачи взятки. В СБУ заявляют, самоочистка службы в приоритете. Далее цитата. «Коррупция недопустима, а во время войны равна государственной измене». Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ задержали обоих организаторов аферы и их сообщника с поличным во время передачи более $270 тысяч США. При обысках у фигурантов изъяты смартфоны с доказательствами незаконной деятельности. По информации депутата Верховной Рады Гончаренко и источников «Украинской правды», речь может идти о начальнике СБУ в Ровенской области Игоре Брике и заме начальника главка СБУ в Киеве и области Олеге Токарчуке. Позже эту информацию подтвердили в СБУ. Им готовят подозрения по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом. Вскоре суд определит для них меры пресечения. Режим чрезвычайной ситуации в России. ЧС действует на всей территории Новосибирской области. Причина – вспышки опасных инфекций у домашнего скота, а именно бешенства и пастереллеза. А об этом заявил министр сельского хозяйства региона Шинделов. При этом министр отметил, что ЧС в области якобы был введен еще месяц назад. По его словам, первые очаги заболевания уже удалось локализовать. Сейчас специалисты проводят дезинфекцию в зараженных селах. Власти объясняют фермерам, что при лабораторном
подтверждения инфекции поголовье придется ликвидировать, чтобы купировать очаг заразы. Но люди, у которых изымают скот, бьют тревогу на все соцсети. Им не показывают документы, подтверждающие болезнь или объясняющие, на каком основании уничтожают животных. Для многих домохозяйств это стало серьезным ударом, поскольку животноводство – основная статья их дохода, а компенсации, уверяют сельчане, мизерные – 170 рублей за килограмм живого веса. В нашем селе много скота, который обещали сжечь. Наше население живет за счет скота, так как у нас нету работы. Наши дороги все заблокировали, поставили незаконные блокпосты. Возмущенные фермеры вышли на протесты против массового забоя скота. После многочисленных жалоб Следком РФ начал проверку законности действий Минсельхоза Новосибирской области. На этом фоне правительство региона утвердило пакет компенсационных выплат за изъятый и уничтоженный скот. В соответствии с проектом постановления правительства о социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с изъятием животных, социальная помощь будет предоставляться ежемесячно в течение 9 месяцев в размере среднедушевого прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области. Таким образом, на семью из 4 человек выплата составит 668 160 рублей. Позор министру сельского хозяйства Новосибирской области. Видео с такой подписью накануне опубликовал телеграм-канал «Аграрный совет». В кадре местная жительница Светлана Панина, у которой забили около 200 голов скота, и убегающий от женщины глава сельхоза. По словам Паниной, когда ее не было дома, приехали ветеринары и усыпили всех животных, а министр отказался ее принимать. Нарушили закон. Вы что думаете, я это так оставлю? Я это так не оставлю, имейте в виду. Я к вам буду как деньги приходить, мне заниматься нечем. Я голодная буду через месяц, за свет мне нечем будет заплатить. Что вы убегаете-то? У Путина экстренно просят помощи. Россияне уже обращаются к Кремлю. В частности, Панина вышла на одиночный пикет и требует Путина вмешаться. В то же время отсутствие диалога привело к появлению конспирологических теорий, пишут Россми. Так появились слухи, что коров в частных хозяйствах убивают, чтобы расчистить рынок для крупных агрохолдингов. Экстренная эвакуация в Германии, полное оцепление в немецком Киле. Из-за опасной находки на территории города пришлось эвакуировать более 5000 человек. Причина – 250-килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны. Не разорвавшийся снаряд лежал на глубине около 3 метров. Операция по обезвреживанию бомбы длилась примерно 2 часа, заявили в полиции, и прошла успешно. После чего местным жителям разрешили вернуться домой. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку, за каждый просмотр, за каждый ваш лайк, комментарий и репост. И до встречи уже завтра.